Сегодня я буду тестировать мужской аромат компании Faberlic Tavaroa. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной до конца. Всем приятного просмотра. Ну а с кем еще не знаком, меня зовут Алексей. На моем канале вы можете найти много видеороликов, связанных с компанией Avon. Но по многочисленным просьбам в последнее время мои подписчики просят, чтобы я и шагал в другие компании, пробовал, тестировал продукцию там. Так как если есть спрос, то, пожалуйста, есть предложение. И в одном обзоре, дорогие мои, в одном обзоре я увидел этот аромат со скидкой и зарекся его попробовать, протестировать. Вы все писали, когда же, когда же. Друзья, вот, наконец-то я его заказал, получил. Правда, уже открыл его, но решил протестировать вместе с вами, как обычно, чтобы посмотреть. Начнем с чего? Начнем с того, что в действующем каталоге этот аромат стоит 4700 тенге мужской аромат. И женский аромат стоит 3900 тенге. Но, как всегда, заказать можно со скидкой. Об этом я расскажу чуть позже. Итак, давайте непосредственно посмотрим. Значит, аромат у нас идет ароматический, цитрусовый аромат. Туалетная вода для мужчин. 100 мл. Очень важно, объем 100 мл. Основные ноты кумкват, шалфей, тархун. Кума хотел прочитать. Хотел прочитать кума. Ну ладно, что интересного. Давайте пробовать. Самое интересное, конечно же, это аромат. Насколько он будет вкусный или невкусный, это мы сейчас с вами и будем пробовать и узнавать. У меня на канале уже есть затесты фаберликовских ароматов, как мужских, так и женских. Вот, поэтому пишите, если у вас еще есть какие-то ароматы, которые бы вы хотели, чтобы я протестировал специально для вас. Пишите: Алексей, хочу, чтобы протестировали аромат, я не знаю, там какой у них, Ланцелот для Марины. Я буду для Марины специально делать это видео и тестировать аромат. Но почему бы и нет? В общем, друзья, флакончик такой простой. В принципе, без всяких каких-то наворотов. Но, знаете, мне, в принципе, нравится этот флакончик. Его приятно держать в руках. Легкая такая прозрачность. Сверху уходит с затемнением в синеву вниз. Вот. В общем, вот как-то так. Ну и самое главное, и самое основное, это, конечно, вот эта вот ситуация, когда нужно произвести пшик и попробовать его. Так, ну что, сейчас я глотну водички. Дело в том, что, ой, шлейф аромата, вы знаете, даже бумажка не нужна, мне сразу этот шлейф на меня пошел. Ой, ну вы знаете, аромат, в принципе, довольно интересный. Он такой, чуть-чуть вроде бы есть терпкий, но он свежий. Не знаю я. Я бы не сказал, ну для меня он кажется, что чересчур какой-то. Он сильно легкий, прям воздушный, что ли. Но забегая наперед, хочу сказать, что я решил все-таки желательно, конечно, до эфира его протестировать и пару раз им попшикаться, походить. И вы знаете, я заметил то, что этот аромат мне показалось совсем не стойкий. Я его брызгал и на руку, и на одежду. На мне его, я специально так подходил и спрашивал: вы слышите от меня аромат? Вы слышите от меня аромат? Никто не слышал от меня аромата, не знаю. Поэтому я вот делаю вывод, что все-таки вот за 2-3 тестирования мне показалось, что аромат все-таки не стойкий. Его хватает буквально на пару часов, наверное. Потом я его на руке вообще не ощущаю, что уж говорить через 3-4 часа. А так на бумажке аромат, в принципе, пахнет интересно. Легкий такой, тархунистый, как и заявлено. Вот, я его взял, но теперь я его купил специально себе, пока он был со скидочкой. По-моему, он 3 900 стоил. Сейчас 4 700, а стоил 3 900, по-моему, так. Или 3 800. Я решил его взять, попробовать. Теперь я даже и не знаю, оставлять его себе или не оставлять. В общем, мне особо этот аромат не понравился, друзья. Поэтому, ну, не судите меня строго.
В принципе, еще раз говорю, пахнет он вроде бы заманчиво, так интересно, но мне не понравилось то, что он быстро улетучивается. Поэтому мне очень интересно ваше мнение. Подскажите, пожалуйста, кто знает этот аромат, пробовали вы его или нет, расскажите свое впечатление. Может, я ошибаюсь, но я его не рекомендую. Мне он не понравился. В Фаберлике есть достойные ароматы, которые я могу уже предложить с уверенностью. Если вам интересен мой отзыв, то вот мой любимый аромат в Фаберлике — это аромат Ума Феличе для мужчин. Он тоже стоит 4700. Вот, аромат классный. Аромат древесно-цитрусовый. Я больше люблю, наверное, древесные ароматы. Вот, ну, в общем, этот аромат стойкий. Он держится в течение всего дня. Также в компании Faberlic есть вот такой вот аромат. У меня его тоже спрашивают клиенты. Его у меня путают с каким-то эйвонским ароматом. Но, в общем, не знаю. Я его тоже хочу заказать, протестировать, вам рассказать про него более подробнее свой отзыв. Но, говорят, аромат классный. И конечно же, Ланцелот. Конечно же, Ланцелот, он у меня есть, я им пользуюсь. У меня маленький флакончик, я его еще не использовал. Но если он закончится, возможно, я обязательно возьму большой. Потому что аромат действительно достойный, аромат стойкий, он мне нравится. Ну и фаворит Фаберлики среди мужских ароматов, это, конечно же, 8-й элемент, который вот этот в синем дизайне. 3900 у него такая вот стабильная цена, фикс прайс такая, знаете, не меняется из каталога в каталог. Вот, были моменты, когда можно было подешевле приобрести, но поверьте мне, 3900 за такой аромат — это небольшие деньги. Поэтому, друзья, вот такой вот мой небольшой вам совет по ароматам. Этот аромат, к сожалению, мне не понравился. Ну, а что хочу сказать по поводу скидочки. У меня всегда есть в описании этого видео ссылочка на регистрацию. Вы можете зарегистрироваться в компанию Faberlic и посмотрите, какое у нас предложение в Faberlic идет с 8 по 28 августа. Если вы делаете заказ и оплачиваете от 7500, сделайте и оплатите заказ на сумму от 7500 в ценах каталога, то получаете на выбор мужской или женский аромат со следующим каталогом. Я считаю, что это очень круто. Вот этот, кстати, аромат тоже хотелось бы мне попробовать, но не знаю. Стоит он 7000. Лучше, конечно, его за 5 тенге получить. В общем, все очень просто. Смотрите, заходите, самостоятельно сами регистрируетесь и получаете скидку на первый заказ 20%. Все очень круто. Ссылочка на регистрацию в описании этого видео. Ну и, конечно, не пропустите, я готовлю вам еще один сюрприз. У меня будет сводчи на карандашике компании Faberlic уже скоро. Поэтому не пропустите, оставайтесь все со мной. И до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.